Всем привет! В сегодняшнем видео мы будем повторять еду из мультиков, таких как пингвины из Мадагаскара, Шрек и Панда Кунг-Фу. С Панда Кунг-Фу и начнем. В одной серии По ел пельмени, которые совсем не похожи на пельмени, а больше походят на пирожки. Их мы и будем повторять. Для начала замесим тесто. Открываем муку и немного всыпаем в миску. Пару чайных ложек любого масла. Чайную ложку сухих дрожжей. Солим. И все это перемешиваем. Когда дрожжи начнут работать, можно добавлять муку. До тех пор, пока тесто не перестанет липнуть к рукам. Обратно кладем его в миску и переходим к начинке. Нарезаем лук. Берем куриное филе. И просто мелко нарезаем ножом, чтобы это больше было похоже на крупный фарш. На разогретую сковородку подливаем масло. И обжариваем лук. Он должен быть супер золотистым. Следом забрасываем курицу и очень быстро все это перемешиваем. Из специй добавляем имбирь, соль и соус терияки. Перемешиваем, и начинка готова. Можно возвращаться к тесту. Оно как раз уже поднялось. Делим его на пару частей. Раскатываем их в колбаску, а уже ее нарезаем на куски впоперек. Формируем из них лепешку. Сверху выкладываем начинку и просто защипывая края лепим как бы вареник. Заворачиваем его и делаем форму шарика. Каждый такой шарик смазываем маслом. И выкладываем в пароварку. У меня это просто кастрюля с кипящей водой и друшлаг. Накрываем крышкой. Через 20 минут они в принципе готовы. Но это не похоже на то, что было в мультике. Поэтому выкладываем их на противень и смазываем взбитым яйцом. Отправляем в духовку, пока не появится корочка. Все, точно такие же пельмешки, как у Панды По, готовы. На вкус они совсем не похожи на пельмени, а больше на супер мягкие пирожки. Следующий мультик — это Шрек. На застолье у короля и королевы было много разных блюд, но мы подметили вот этого молочного поросенка. Было просто удивительно, когда мы увидели, что молодые поросята продаются просто в гипермаркете. Итак, начинаем его готовить. У поросенка очень нежное мясо, и сильно его перебивать мы не будем. У него остается много свободного места, которое нужно заполнить гарниром. В качестве гарнира мы выбрали картошку. Чистим ее. Нарезаем просто половинками или на 3 части. Также нужен нарезанный кольцами лук. И грибы. Их просто делим пополам. Ну и это еще не все. Самое главное, что даст копченый вкус, это бекон. Открываем его. И берем пару полосок. Нарезаем все это небольшими квадратиками. И перекладываем на еще холодную сковородку, чтобы из бекона начал выделяться жир. Увеличиваем огонь. И на этом жире обжариваем лук. Как только появилась корочка, идут грибы. И спустя еще пару минут картошка. Доводим все это до корки. И солим. Все, можно выключать. Гарнир готов. Для поросенка сделаем сразу маринад. Вливаем масло. Для цвета довольно много паприки. И много соли. Перемешиваем это все. И нашего поросенка обмазываем изнутри. И наполняем гарниром. Чтобы начинка не вываливалась, нужно все это зашить. Сделаем это с помощью большой иглы и бечевки. Просовываем бечевку в иголку. Другой конец завязываем. И начинаем зашивать. Благо кожица у него тонкая и легко пробивается иглой. Переворачиваем поросенка и обмазываем тем же маринадом. Укладываем его на противень. И фольгой запечатываем уши и нос. Если этого не сделать, то они будут обгорать. И получится просто некрасиво. Отправляем в духовку. При 200 градусах на час 20. Нужно сделать обмазку, которая задаст хорошую корку. Она будет из меда, горчицы и соевого соуса. Перекладываем пару столовых ложек меда в сотейник. Выдавливаем столько же горчицы. И подливаем соевый соус. Все это нужно хорошо нагреть, пока мед не растает.
Достаем нашего полуготового поросенка и смазываем. Отправляем в духовку еще на час. А пока подготовим овощи для подачи. Морковку чистим. И нарезаем на кружочки. Лук нарезаем как бы лепестками. А также грибы, они пойдут целиком. Ставим разогреваться сковородку. Первое обжариваем морковку и грибы. Корочка появилась, самое время забрасывать лук. Подливаем в сковородку немного нашей обмазки. Перемешиваем. И можно выключать. Получаются вот такие красивые глянцевые овощи. Час прошел, и наш молочный поросенок полностью готов. Выкладываем вокруг него наши обжаренные овощи. Пару острых перчиков. Веточка розмарина. И еще одну закрепим у него во рту. Вот такой красивенный молочный поросенок получился. Корочка у него, как мы и хотели, хрустящая. Попробуем, что у нас получилось. Отрезаем ножку, и сразу из нее вытекает сок. На вкус это отличается от взрослой свиньи. Здесь тоненькая хрустящая кожица и супер нежное мясо. Поросенка из мультика Шрек мы повторили. Переходим к последнему мультику, и это пингвины из Мадагаскара. Ковальский, выводы? Судя по всем признакам, я переел сырных хрумок. Готовить мы будем эти самые сырные хрумки, которые по всей видимости представляют из себя просто сырные палочки. Нам нужен сыр, у меня это гауда. Нарезаем его на пластинки. А уже эти пластинки на брусочки. Также нужно 3 тарелки. В первую высыпаем панировочные сухари, во вторую кукурузную муку, а в третью яйца. У нас вот такие, прямо из бутылки. Начинаем панировать. Берем сырную палочку и обваливаем в муке. Затем окунаем в яйцо. И обваливаем в панировочных сухарях. Еще пару раз обваливаем в яйце и в сухарях. Получаются вот такие аккуратные палочки, которые нужно обжарить. Берем кастрюлю и наполняем ее маслом. Пусть нагревается. Также нужна вот такая сетка. Выкладываем в нее по 4 палочки и погружаем в горячее масло. Перекладываем на бумажное полотенце. И в принципе почти все готово. В мультике палочки оставляли вот такие следы на пингвинах. Значит, они были присыпаны сырным порошком. Мы нашли такой в интернете. Он предназначен для попкорна. Присыпаем им наши палочки. И сырные хрумки готовы. Внутри тянется сыр, и они хорошо хрустят. Сегодня мы повторили 3 блюда из мультиков. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то просто ставьте лайки. 200 тысяч лайков, и выйдет новое видео из этой рубрики. Также пишите в комментариях, из каких фильмов, сериалов и мультиков повторить еду. Подписывайтесь на канал и инстаграм. Всем пока!